Когда я чувствую опору на ногах, в том числе финансовую. Я уже задолбалась быть ответственной. Я бы хотел поговорить с создателем всего мира, если таковой имеется. Ему можно рассказывать все секреты, потому что знает, что никому не расскажет. Я на тот момент не знала и не понимала весь фундамент данной профессии. Ничего нет, никакого ни осознания ни себя, ни реальности вокруг. Я бы хотела, чтобы мы все обговорили и спокойно, искренне поговорили. Когда-то я от него ушла сама, но сейчас понимаю, что это было зря. Мы все, как сказать, больше видим других, чем себя. Но мои, так сказать, одноклассницы по хору, они ездили и в Новосибирск, и в Москву, и в Санкт-Петербург, везде ездили. Неважно, как они относились ко мне в детстве, как они... Что для вас счастье? Счастье — это в первую очередь для меня это внутренняя гармония. То есть, когда ты чувствуешь, что все хорошо, ты на правильном пути. Но здесь, если разложить, то, конечно, когда мои близкие в хорошем настроении, они здоровые, нет таких серьезных проблем, это одна из составляющих счастья в первую очередь. Когда я чувствую опору на ногах, в том числе финансовую. То есть это тоже составляющая счастья, потому что я знаю, что все в порядке. Люди, которые от меня зависят, тоже будут в порядке. И все это ведет к внутреннему спокойствию, к этой целостности и к гармонии, как раз-таки, которую хочет чувствовать. Вот оно, счастье такое и есть. Для меня счастье — это мои люди, которые меня окружают, которые меня ценят, любят, которые мне помогают. Потому что я думаю, если бы я была одна, я очень боюсь одиночества, поэтому одна бы я никогда не смогла. Поэтому пока у меня есть люди, которые меня окружают и которые меня поддерживают, я испытываю реальное счастье. Я очень счастливая, когда вокруг меня столько людей, которые меня любят, которые меня ценят. Поэтому счастье — это люди, окружающие тебя. Счастье — это когда близкие все здоровые. В принципе, когда здоровые, когда все рядом, когда все счастливы. Когда близкие счастливы, когда родные счастливы, и у меня на душе тепло. Наверное, счастье в каждый период жизни для каждого человека, наверное, означает что-то свое все-таки. Сейчас уже, допустим, в моем возрасте, для меня счастье — это мои близкие, родные люди. В этом возрасте в моем возрасте начинаешь уже ценить именно людей больше. Не какие-то, мне кажется, материальные блага, что-то такое, а вот именно людей, которые находятся рядом с тобой. То есть друзей твоих родных, твоих близких, чтобы они были живы, здоровы. Вот, наверное, сейчас для меня, вот это и счастье. Мои близкие, родные люди и друзья. Счастье, когда родные, близкие, здоровые, когда они с тобой рядом. Когда ты просыпаешься утром, с тобой рядом любимый человек, который любит тебя, которого любишь ты. Ты знаешь, что ты придешь домой и тебя ждут. Счастье, когда ты ходишь на любимую работу, на любимую учебу, когда ты занимаешься любимым делом, и тебе от этого неплохо. Вот это я называю счастье. Глобальный философский вопрос. Никто так на него точного ответа и не дал, что есть счастье. Счастье – это момент. Это не состояние, это момент. То есть момент счастья. Это что-то настолько яркое и эйфоричное, кто его знает, что оно сразу же само себя закрывает. То есть это
удар по пределу нашего довольства. И вот этот удар прошел, это все подтянулось, и счастье уже так не воспринимается. Это нужно каждый раз его подпитывать, обновлять, делать все больше, больше и больше. В какой-то мере, мне кажется, это можно сравнить с адреналиновой зависимостью, чем-нибудь вот таким вот. Счастье для меня — это когда у меня и у моей дочери все хорошо, и особенно нету вот этих вот финансовых проблем. На самом деле, буквально осенью я отвечала на этот вопрос, получается, где-то полгода назад. Я отвечала на этот вопрос сама для себя, и тогда я ответила, что для меня счастье — это вот спокойствие. Спокойная такая, размеренная, хорошая жизнь. Сейчас я несколько другого мнения. Я поняла за эти полгода, что я такой человек, который не может долго усидеть на одном месте в плане, наверное, жилья, какого-то одного дела. Хотя все-таки несколько дел, которые вот постоянно у меня есть. В общем, для меня счастье — это активная такая интересная, разнообразная жизнь, наполненная эмоциями и красками, но при этом спокойствие внутреннее, ментальное, душевное. Вот. Ну и здоровье, конечно же, потому что причем как физически здоровье тела, так и, опять же, ментальное, потому что это все очень важно, это все взаимосвязано, как бы мы это ни отрицали. Вот. То есть счастье для меня такое. Для меня счастье — это быть любимой, быть счастливой. Что значит счастливой? То есть быть жизнерадостной, что ничего не болит, никто вокруг не болеет, да, близкие, родные, все здоровы, счастливы, все в пределе. То есть для меня счастье — это просто гармония внутри себя с внешним миром. Счастье для 11-классника – это побыть дома, не думать об учебе и забыть о том, что где-то за стенами дома существует внешний мир. Кем вам хотелось стать в детстве? В детстве. Так, сейчас я пытаюсь вспомнить. Певица там точно была. Я помню, там была певица. Потом я хотела работать учителем. Вот. Вообще я не сильно задумывалась над тем, кем я хочу быть в будущем. Кем я хочу быть в будущем, я начала задумываться в классе, вот конкретно так, в 7-м. Вот, то есть, а это уже мало можно считать детством, это скорее подростковый период уже такой. 7 класс, да. Это уже, да. Боже, я запуталась в цифрах. В общем, да, то есть это было 2 варианта. Когда мне было лет 5, это была певица, потом чуть постарше, это был учитель какого-нибудь там русского языка и литературы или начальных классов. Я очень хотела в детстве стать парикмахером. Я не знаю почему. Потому что, скорее всего, мне мама говорила про то, что она хотела стать парикмахером. И я как-то за ней подцепилась и стала говорить, что я тоже хочу стричь людей, тоже хочу делать их красивыми. А так я уже с детства поняла, что у меня будет творческая профессия, потому что я очень много творила, рисовала. И так оно и случилось. Я действительно иду на творческую профессию, действительно дальше буду заниматься только творческими всякими делами. Вот. Поэтому что хотела, то и сбылось. Я всегда хотел стать археологом. С детства об этом мечтал. У меня дедушка был археологом. Но меня всегда перенаправляли в другую стезю. Потом я уже подрос, понял, что такое, не люблю историю. Я больше люблю сам момент экспедиции.
Я занимался так называемым черным копом, копал грядки с металлоискателем, так скажем. И это было интересно. То есть я изучал историю непосредственно из того, что находил. Но на данный момент я обучаюсь совершенно на другой профиль, который никак с этим, с логистикой, с археологией не связан. Ну вот хотел стать в детстве археологом. Мне казалось это всегда безумно интересным. Видеть то, что было на практике. Ну и сокровища мне всегда хотелось найти. Очень всегда хотелось. Да и сейчас хочется. Ну, в детстве я очень любила причесывать маму, заплетать ей всякие прически. Поэтому, наверное, все-таки первая моя профессия, которой хотела заниматься, это парикмахер. Приготовьтесь смеяться. В детстве я хотела стать конюхом. Да. Мне 2-3 года, то есть период этого времени, я очень сильно любила животных, а именно лошадей. Не знаю, то есть у нас в городе, где я родилась, это город, да, то есть это столица вообще Амурской области, непосредственно это такой, нормальный город в плане того, что у нас лошади по улицам не ходят, да, в деревне у меня нету родственников, то есть у нас все городские люди. Но, тем не менее, я не знаю, где я смогла увидеть лошадь, может быть, по телевизору и так далее, да, какой-то там фильм, навряд ли мультик, потому что все мультипликационно. Но, тем не менее, я очень сильно хотела стать конюхом. Я на тот момент не знала и не понимала весь фундамент данной профессии, что же делает этот человек. Увы, мне хоть и пытались объяснять, что можно объяснить 2-летнему ребенку? Как? Люблю я лошадей, и все. Вот люблю лошадей и хочу быть с ними постоянно, всегда. У меня были игрушки лошади, да, то есть я заставляла родителей их покупать. Мне отец с Москвы привез лошадь, да, а потом ее в садике у меня кожицу ободрали, и я так сильно плакала. Вот этот момент я очень прекрасно помню. А вот то, что я хотела быть конюхом, это я не помню. Для этого есть факт подтверждения, видеокассеты. На то время были видеокамеры, меня родители снимали. И всегда, иногда, когда мне специально задавали такой мне вопрос, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я говорила, что я хочу быть конюхом. И прям такая счастливая, довольная, глаза горят. И я это говорю. Увы, я выросла, конюхом не стала. На самом деле, мне кажется, я в детстве была всегда очень таким прагматичным, серьезным ребенком. Фантазировала, конечно, хотелось там быть певицей, гитаристкой, чем-то, походу, рок-звездой. Вот. Но потом как-то я начала соображать, мне начал нравиться там дизайн одежды, то есть я видела вот этот модельеры, это классно, то есть это такая профессия. Потом я поняла, что, что-то все такие известные модельеры, дизайн это классно, можно делать дизайн квартир, стены, там декор, все дела. Это потрясающе. Видимо, с детства какой-то такой прагматик, а что уже там сложилось, то сложилось. Я хотела стать президентом, как бы это смешно ни звучало. И я безумно рада, что я им не стала, хотя мне всего лишь 20 лет. Безумно рада почему? Потому что сейчас политика довольно такая тяжелая штука, и столько много проблем, такая огромная ответственность просто. Президент держит под собой всю страну. Ты когда работаешь администратором, директором или управляющим, на тебе уже такая огромная ответственность. Но ты держишь одно заведение, а президент держит целую страну. И это очень тяжело на самом деле. Это огромная ответственность, финансовая, в принципе, очень огромная ответственность. Я всегда очень хотел стать ученым. Мне очень нравилось конкретное направление химии. Но потом у нас немножко дорожки разошлись. В детстве я много, в принципе, хотела кем стать, но больше всего певицей. Я даже училась как-то 7 лет в хоре, но почему-то меня не брали. Наверное, не самой лучшей ученицей была в плане голоса.
Но мы выступали, да, в том месте, где мы учились. Я сама из деревни, и мы выступали в деревне, да. Но мои, так сказать, одноклассницы по хору, они ездили и в Новосибирск, и в Москву, и в Санкт-Петербург, везде ездили. А мне не суждено. Ходила на пианино еще 8 лет, но потом как-то забросила. Но тут такой небольшой парадокс. Я в детстве, мы много летали, то есть живем мы и жили, и живем пока за полярным кругом, поэтому в отпуск мы летаем, естественно, самолетом. Самолеты в детстве я не переносила и ненавидела. Но при всем при этом почему-то у меня была долгие годы, с детства самого, почему-то мечта была стать стюардессой. Они знали все родственники, мама, дедушка, бабушка. Это вот прям почему-то казалось мне чем-то таким, не знаю, очень интересным, очень таким... Вот очень я хотела почему-то стать стюардессой. Даже не знаю почему. Я же говорю, при парадоксе том, что самолеты я ненавидела, Но вот почему-то вот я себя несколько прям лет, пол своего, наверное, детства, я прям мечтала стать стюардессой. Причем именно стюардессой со знанием английского языка и так далее и тому подобное. Мне очень казалось это почему-то романтичным. Чего вы боитесь больше всего в жизни? Как бы я ничего такого лично сама не боюсь. Может быть, мы все люди смертные, все так или иначе боимся смерти, да, то есть какого-то несчастного случая, быть беспомощным. Да, если у тебя есть какое-то обременение, семья, да, дети, кто от тебя зависящий, да, то есть тогда вот ты чувствуешь немножечко ответственность, чувствуешь какой-то страх, что не дай бог, что с тобой случится, а как они будут. Вот. Это, мне кажется, это, может быть, у всех такое есть, но у меня еще дополнительно есть такое ощущение, что страх, хотя он неизбежен, все равно когда-то это случится, что когда-то не станет моих родителей. Больше всего в жизни я, наверное, боюсь не справиться с ролью матери. Здесь не будет какого-то такого клишированного. В общем, не будет какого-то обычного страха классического, да, в плане там боязнь пауков, там змей, темноты или чего-то еще такого. Мой страх, скорее такое что-то психологическое, это как будто бы потерять себя, потеряться в этой жизни, потому что сейчас я еще прохожу такой этап взросления, да, все-таки 17 лет это еще что-то такое переходное. Вот. И я смотрю в будущее с оптимизмом максимально, и я уверена в себе и своих силах, но страх элементарно просто потерять себя, в какой-то момент проснуться и не знать, чего ты от этой жизни хочешь, чего ты от нее ждешь, к чему ты идешь ли ты вообще или стоишь на месте, то есть просто застыть, потеряться, не понимать своих потребностей элементарно, возможностей, целей. Это, наверное, самое страшное. Больше всего в жизни я, конечно же, боюсь потерять кого-то из своих родных. Неважно, как они относились ко мне в детстве, какой у них характер, как они со мной общаются. Для меня это все равно очень страшно. Боюсь я одиночества, остаться одна, потому что для меня это очень невыносимо. Я бы не смогла справиться вообще одна. И для меня вообще очень странная мысль, что я останусь полностью одна, что у меня не будет никакой поддержки, любви, что я ни с кем не могу поболтать, поделиться с кем-то. Мне нужно любить людей.
А если никому не будет со мной рядом, я боюсь, что я вообще никак не смогу даже взаимодействовать ни с кем. Для меня это очень страшно. Больше всего в жизни я боюсь прожить эту жизнь не так, неправильно, так, как буду потом жалеть. Вот для меня, наверное, это самое страшное в жизни. На самом деле, чего-то бояться, на самом деле очень глупо, потому что как раз-таки то, чего ты боишься, может случиться в скором времени. Но если серьезно рассуждать, наверное, потеря близких и родных своих людей в том плане, что нет, не то, что там, вот, допустим, ты общался с человеком, он через какое-то время от тебя уходит, все, нет, не этого, а в прямом смысле потеря, что очень страшно, когда умирают твои родные и близкие люди. Я это не так давно пережила, поэтому это самый главный страх. Больше всего в жизни я боюсь ни высоты, ни воды, там, ни сгореть заживо, ни смерти. Я боюсь старости. Вот этого немощного состояния, когда уже твое тело тебе враг, когда твой мозг уже тебе враг, то есть ничего нет, никакого ни осознания ни себя, ни реальности вокруг. Это одно из худших, что может случиться с человеком. Вот именно такая уже потерянная старость. Так выражусь, хуже этого может быть только если, хотя, наравне, наверное, это если человек парализован. Когда твое тело становится не тебе другом и товарищем, а твоей клеткой. Как бы банально это ни звучало, но мне страшно было потерять близких именно людей. Это вот самый большой такой страх. Стараюсь вообще об этом не думать. Я верю в позитивное мышление. Не хочется про негатив думать, потому что мы вообще склонны к себе негатив притягивать. Он притягивается, кстати, гораздо проще, чем что-то позитивное, проверено на опыте. Наверное, как говорят, каждый человек чего-то боится всегда. Но, если честно, свою фобию я не знаю пока, если честно. Так получилось, что, наверное, именно чтобы прям вот бояться, наверное, я не боюсь ничего особенно. По крайней мере, я такого не замечала, чтобы у меня прям вот был страх чего-то. Хотя, конечно, еще раз повторюсь, всегда говорят, что каждый человек чего-то боится. Но, видимо, свою фобию по жизни я пока не нашла. Вот так, чтобы прям бояться сильно, вот правда, я не могу, если честно, вспомнить, чего я прям так сильно боюсь. Не хотелось бы говорить, что я не боюсь ничего, но, видимо, свою фобию по жизни я пока все-таки не нашла. И это меня радует. Как вы видите себя со стороны? Честно, я вижу себя со стороны иногда очень гиперактивную, что мне не нравится, а иногда слишком спокойную, слишком пофигиста, и это мне тоже не нравится. Я не могу найти золотую середину, поэтому иногда люди думают, что я очень злая, хотя у меня расслабленное лицо просто такое, и людям иногда это людей отталкивает. Это очень грустно, но приходится как-то с этим мириться, и я стараюсь это исправить. Себя со стороны, наверное, простая девочка, даже не важно, накрашенная я была или не накрашенная, простой девочкой, я думаю, даже чуть полной. Хотя мне, с кем бы я ни была, мне говорят, да у тебя идеально, все прекрасно, но я думаю, такая немножечко дурочка, оптимистка.
что-то постоянно строит, планирует, постоянно ходит с собачкой. Вот так вот. Не знаю, в зеркало смотрю, вот как в зеркале есть, так со стороны себя и вижусь. Когда-то лучше, когда-то хуже. Ну, это если буквально. Если говорить там о чертах характера, ну, я достаточно такой среднестатистический человек с своими достоинствами, недостатками. Да, у меня есть какие-то определенные таланты, что меня выделяют на фоне других. Я это знаю, признаю. Ну, так вот и вижу себя. Я себя со стороны вижу немного вредным, противным человеком, которому часто что-то не нравится. Хотя это не так, поскольку я всегда стараюсь убедить людей в том, что они всегда все делают хорошо, все правильно, все хорошо. Хотя мне часто делают замечание, что у меня стервозный характер, как бы это странно ни звучало. Если говорить разумно, я вижу себя с какой-то стороны на самом деле глупой. Я всегда думаю не мозгами, а сердцем. И делаю всегда по сердцу, а не по уму. Вот это, наверное, единственное, о чем я думаю. Ой, я себя не вижу со стороны, я стараюсь о себе со стороны не думать. Ну, судя по тому, что ко мне в целом тянутся хорошие, комфортные для меня люди, я себя в целом вижу таким вежливым, ответственным человеком. Мне постоянно все говорят о том, что я супер ответственная. Я уже задолбалась быть ответственной. В общем, ответственный, вежливый, там, я не знаю, комфортный, приятный. Много матерюсь. Честно, положа руку на сердце, я могу сказать, что я очень много матерюсь. Такое за мной есть, да. Вот. Ну, конечно, я стараюсь это делать. Ну, как стараюсь? Я это делаю в уместных только ситуациях, там, со своими сверстниками. То есть, понятное дело, что я не матюкаюсь там при мамочках с маленькими детьми, при учителях, там, при пожилых людях. Вот. То есть... Ну, в общем, примерно так. Все, закрыли тему. Точно так же, как и в зеркале. Ну, как можно себя видеть со стороны? Как ты одет, так ты одет. На самом деле человек себя никогда со стороны не увидит. Ведь мы же не видим себя на самом деле. Вот задумайтесь над таким вопросом. А если бы никто в мире не изобрел зеркало, да, то есть что-то так, вот эту ленту отражающую, да, мы бы никогда никогда бы себя не увидели. Может кто-то поспорить, что через воду может, да, отражение увидеть, но это не такое качественное это отражение было бы, да, какие-то вот эти блики, стекло и так далее. Нет, то есть зеркало. Зеркало – это самое качественное отражение самого себя. И ведь если бы его никто не изобрел, мы бы не знали, как мы выглядим. Поэтому как я могу видеть себя со стороны? Я никак себя не могу видеть со стороны. Я вижу только то, что я отражаю в зеркале. Нам очень часто бывает тяжело посмотреть на себя со стороны. Мы все, как сказать, больше видим других, чем себя. Как я вижу себя со стороны. Ну, все-таки, наверное, я вижу себя позитивным и добрым человеком. Мне кажется, также меня видят и другие, потому что, мне кажется, люди ко мне тянутся именно из-за моего склада характера. Я позитивная и веселая. И именно из-за этого, наверное, люди меня воспринимают так же. И я себя вижу именно так. Ну, вообще вот именно я вижу себя симпатичной, интересной, доброй. Но окружающие, мне кажется, они видят меня совсем наоборот, какой-то высокомерный,
черствый, неинтересный. Просто я всегда хожу в основном с таким серьезным лицом, поэтому, мне кажется, я так думаю. Вижу я себя со стороны 2 раза в день. 1,5. Нет, даже реже. Вот сейчас. И с утра или вечера, когда чищу зубы. Больше со стороны я себя не вижу. В общем, поэтому мне в большинстве случаев и не так принципиален мой внешний вид. Как вы могли заметить, прическа понедельник никуда с моей головы еще не делась. Еще с пятницы. Вот. Естественно, мне просто нет необходимости за собой следить. Я не то чтобы себя радую или разочаровываю таким внешним видом. И непосредственно, да, мой внешний вид меняется в зависимости от ситуации, которая этого требует. Если я иду в театр, соответственно, я приведу себя в порядок. Или на день рождения, или на какое-то иное мероприятие, то это будет соответствующий внешний вид. Стоит об этом помнить. Я говорю сейчас о достаточно свободно выраженном, таком внешнем виде. То есть как хочу, так и выражу. С кем бы вы хотели поговорить очень искренне? На самом деле, наверное, с папой. У меня есть такая возможность позвонить, поговорить папе. И всегда, наверное, хотелось бы разговаривать с ним. С ним можно разговаривать бесконечно. 40 минут, час, 2. Ему можно рассказывать все секреты, потому что знает, что никому не расскажет. Он очень искренний и добрый человек. Правда, я его очень сильно люблю. Я бы хотела очень искренне поговорить с подружками. Это всегда очень здорово. Это всегда самые прекрасные разговоры. Но, к сожалению, сейчас это удается редко, потому что мы все взрослые, у всех семьи, свои какие-то проблемы. Пока договоришься, что называется, с больше 30-летних, не найдешь, не соберешь. Но очень любила и люблю. Сидишь и разговариваешь за жизнь. Это очень-очень ценно. Искренне поговорить я бы, наверное, хотела с моим бывшим молодым человеком. Когда-то я от него ушла сама, но сейчас понимаю, что это было зря, это была моя ошибка, погорячилась слегка. Я бы хотел поговорить с создателем всего мира, если таковой имеется. Однозначно я хотела бы поговорить искренне с моей мамой, потому что у нас очень много недоговоренностей. Я почти не знаю, как жила она. Она, наверное, не знает, как живу я. И поэтому я выросла, и я бы хотела, чтобы мама мне немножко рассказала хотя бы о себе, чтобы я ей высказалась, рассказала все свои переживания. Потому что для меня мама — это единственный мой любимый человек. И я бы хотела, чтобы мы все обговорили и спокойно, искренне поговорили. Мне хотелось бы поговорить со своим хорошим другом, мне кажется. Ну, вернее, как. Сейчас мы уже с ним не друзья, потому что мы прекратили общение по моей инициативе. Но по его инициативе это вышло не очень красиво. Это вышло сложно, печально, грустно, больно и так далее и тому подобное. Это было не так давно, месяца 3 назад. Но мне хотелось бы с ним, правда, поговорить. Просто рассказать ему, как он не прав. Но я не думаю, что это имеет смысл. Но такие порывы, они бывают. Да. Прям искренне выказать ему всю злость. Наверное, с людьми, которые обучают меня, потому что со своим близким я и так могу поговорить искренне, а сказать именно искренне по душам, мол, почему вы нам... Я студент, поэтому для меня эта тема очень животрепещущая. Почему вы вместо каких-то необходимых действительно знаний даете нам
что-то стороннее, отвлеченное, как вы к этому относитесь. Да и многие преподаватели, именно как люди, видно, что они приятные, хорошие, с ними интересно, но как преподаватели они, возможно, не очень. Но, наверное, я бы хотела поговорить очень искренне с мамой. Моей мамы не стало 16 ноября. Да. Ну, искренность штука вообще сложная для многих людей на самом деле. И, возможно, вы знаете, вот с близкими и людьми дорогими, наверное, об отношениях, о любви вот нужно говорить искренне в первую очередь. А вообще, вы знаете, проще искренне почему-то разговаривать, как ни странно, наверное, очень многим с незнакомыми. Почему-то им всегда проще выговориться незнакомым людям, чем близким. Хотя, мне кажется, вот именно о любви, об отношении, о своем отношении к своим родным, к своим близким, нужно с ними разговаривать искренне и как можно чаще, наверное. Мы очень часто забываем об этом, к сожалению. Нужно чаще говорить близким и родным, как вы их любите, именно искренне говорить.